Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Это видео по процессу вязания спицами шарфа, который превращается в снуд и обратно. Как сидит и как можно носить данный шарф в снуд, вы, конечно, уже видели в общем видео. Ширина моего шарфа, вот смотрите, около 30 сантиметров, при этом он легко тянется. Длина данного шарфа у меня 1,5 метра. Пряжу для вязания шарфа этого я использовала Alize Cotton Gold 100 грамм на 330 метров. На вязание этого шарфа у меня ушло 3 мотка. Вязала спицами номер 2,5, и, конечно, в процессе вязания пригодится дополнительная спица для перемещения петель. На что хочется обратить ваше внимание, в процессе вязания этого шарфа я не вязала кромочные петли, а начинала и заканчивала лицевыми петлями вязание уже самой косы. И для вязания данного шарфа раппорт узора равен 20 петель, это 18 лицевых и 2 изнаночные, умножить на 5 и минус 2 изнаночные. Для вязания этого шарфа я набираю общее количество 98 петель. В принципе, данный шарф можно вязать практически из любой пряжи и любыми спицами. При этом, конечно, начните вязание с образца узора. Пряжа, спицы и обычным способом набора набираю общее количество 98 петель. Вязание первого ряда. 18 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 2 изнаночные петли. 1, 2. А затем повторяем 18 лицевых, 2 изнаночные. При этом в конце ряда 18 лицевых петель, и крайнюю петлю также провязываем лицевой. Вязание второго ряда, а также всех изнаночных рядов, вязать все петли по рисунку. То есть у нас получается 18 изнаночных, 2 лицевые и повторять 18 изнаночных, 2 лицевые. И здесь эти петли очень хорошо видно. Где бугорки, здесь изнаночные. А вот петли без бугорков открытые, их вязать лицевыми. При этом первую и последнюю петли вязать изнаночными. Выполняем вязание второго ряда до конца. Далее вязать еще 2 ряда. Третий ряд вязать как первый, а четвертый ряд вязать как второй. При этом на что я обращаю ваше внимание? На расположение петель. Я изнаночный ряд петли вяжу бабушкиным способом, и в лицевом ряду у меня петли расположены так, поэтому я лицевые петли провязываю за заднюю стенку петли. Это вязание третьего ряда. А изнаночные петли в лицевых рядах я вяжу за переднюю стенку петли. Выполняем вязание 4 рядов. Вязание 5 ряда, и в 5 ряду первое перемещение петель. 6 петель снимаю на дополнительную спицу, оставляю за работой.
дальше выполнить вязание 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С дополнительной спицы вернуть на рабочую спицу 6 петель. Вязать эти 6 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 1, 2. Далее раппорт узора повторять до конца ряда. И следующий изнаночный 6-й ряд вязать все петли по рисунку. Вязание 6 рядов выполнено. И перемещение петель будет через каждые 12 рядов. Следующее перемещение петель будет в 17 ряду. Поэтому следует провязать 16 рядов включительно. При этом лицевые ряды начинаем выполнять 18 лицевых, 2 изнаночные. И чередуем 18 лицевых, 2 изнаночные. Здесь уже видно по рисунку. И, соответственно, изнаночные ряды 18 изнаночных, 2 лицевые. И повторяем 18 изнаночных, 2 лицевые. Выполняем вязание до 16 ряда включительно. Вязание 16 рядов выполнено. И на этом этапе мы также можем проверить, сколько рядов мы провязали. Первая протяжка – это ряд с перемещением. И смотрите, 2 протяжки наверх захватываю, 2 протяжки вниз. И считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов провязано. И в следующем ряду перемещение петель второе на этой части. Вязание 17 ряда. 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующие 6 петель переносим на дополнительную спицу перед работой. Петли оставляем. Следующие 6 лицевыми вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С дополнительной спицы возвращаем 6 петель. Вяжем их лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. 1, 2. И раппорт узора повторяем. Затем провязываем следующий 18 изнаночный ряд и также выполняем вязание рядов без перемещения. Выполняя вязание дальше, я общее количество рядов не считаю. Я считаю только количество рядов, провязанных с перемещением петель. И здесь также, смотрите, ряд с перемещением – это первая протяжка, то есть это получается 17 ряд. Ряд с перемещением 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 протяжек, 12 рядов, и, следовательно, в следующем ряду перемещение петель. И обязательно при вязании
чередуйте перемещение петель. Раз, два, раз, два и так далее. И далее выполняем вязание необходимой длины. Выполнив вязание шарфа снуда желаемой длины, теперь петли закрываем. Закрытие петель выполняем простым способом. Первую петлю снимаем, следующую вяжем лицевой, на лицевую петлю первую опускаем, одну петлю закрыли, следующую петлю вяжем лицевой, на нее опускаем. Так выполняем закрытие всех петель. Ну и вот, дорогие мои, когда шарф полностью готов, вот он маленький секрет, за счет чего можно превратить шарф в снуд и обратно. Это кнопочки, состоят из двух деталей, продаются в рукодельных отделах, либо в швейных отделах. И если вы сможете подобрать репсовую ленту в цвет, либо такого цвета, чтобы красиво сочетался на шарфе, вы можете пришить репсовую ленту с этой стороны и с этой стороны, а затем уже пришивать эти кнопочки. Это делается для того, чтобы в процессе носки и использования данных кнопок край изделия не вырвался. После того, как ваш шарф-снуд готов, конечно, приступайте к процессу вязания такой шапки с этим же узором. К этому видео ставьте класс, пишите комментарии, присылайте фотографии ваших работ, вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!